В Петропавловском городском суде рассматривают дело вора в законе, который оскорбил сотрудников Департамента уголовно-исполнительной системы словом и действием. Подсудимый Бондас Туруа, согласно криминальной иерархии, коронован как вор в законе и называется Бонда Казахстанским. Был приговорен к 22 годам заключения в колонии особого режима специализированным межрайонным судом Южно-Казахстанской области за участие и руководство транснациональной преступной группировкой. Она занималась разбоями, грабежами, торговлей оружием и наркотиками, чем и объясняется длительный срок изоляции от общества Бондас Туруа. Осужденный уже отсидел 9 лет от своего срока и все эти годы провел в одиночных камерах. Его перевозили из региона в регион, как эстафетную палочку, а в Северо-Казахстанскую область он был этапирован 2 года назад и снова водворен в отдельную камеру в следственном изоляторе. Решение содержать Туруа отдельно от других заключенных, по данным прокурора, курирующего учреждения уголовно-исполнительной системы СКО, было принято руководством Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних дел Республики Казахстан, чтобы избежать негативного влияния Бонда Казахстанского на общую массу осужденных. Уголовно-исполнительным кодексом предусмотрено содержание осужденных в учреждениях смешанной безопасности. Изолятор является учреждением смешанной безопасности. Там имеются отдельные локальные участки для таких заключенных. Он не один там у нас содержится, несколько таких лиц, изолированных от других осужденных. Потому что он может повлиять на массы осужденных с определенными последствиями. Между тем, за 2 года пребывания в СИЗО Петропавловского Туруа регулярно возникали конфликты с сотрудниками департамента УИС. В ходе последней стычки он оскорбил своих стражей не только словами, употребляя обсценную лексику, но и действиями, за что и попал снова под суд. Адвокат Туруа Даулет Дасанов, как и его подзащитный, утверждают, что нервы заключенного сдают от многолетнего пребывания в тесном закрытом пространстве, в полном одиночестве, и еще потому, что сотрудники сами его провоцируют. Кроме того, как утверждает Дасанов, из-за полной изоляции от общества у Бондас Туруа появились серьезные проблемы с психикой. В подтверждение защитник приводит заключение специалиста-психолога Людмилы Должниковой, выданное еще в 2019 году по ходатайству представителя Костанайской областной коллегии адвокатов. В нем говорится о пагубном влиянии на здоровье человека, одиночное пребывание в тесном закрытом пространстве. Следствием этого, по мнению специалиста, могут быть раздражительность, панические атаки, вспышки физического и словесного негативизма, депрессия, склонность к суициду. Защитник добивается направления своего доверителя на принудительное лечение в специализированное психиатрическое и медицинское учреждение закрытого типа системы, Комитет уголовно-исполнительной системы МВД. Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, у Туруа психическое заболевание и ему необходимо лечение в медицинском психиатрическом учреждении уголовно-исполнительной системы. Но до настоящего времени его не направили на лечение. Хотя есть 2 приговора Петропавловского городского суда от 3 февраля 2021 года под председательством судьи Гусева и от 29 июня 2022 года под председательством судьи Ашимова. Оба судьи вынесли в своих приговорах решение о необходимости направления Туруа на принудительное лечение в психиатрическое учреждение в системе УИС МВД, однако по протесту прокурора оба приговора в этой части были изменены. Именно направление на принудительное лечение было исключено из приговоров Северо-Казахстанской областной коллегии по уголовным делам, рассказал Даулет Дасанов. Удовлетворят ли ходатайство адвоката о направлении на принудительное лечение в психиатрический стационар системы МВД, пока неизвестно. А приговор за сквернословие в адрес сотрудников Комитет уголовно-исполнительной системы и драку с ними в отношении Бондас Туруа будет вынесен в ближайшее время. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, подпишитесь на канал, для получения оповещения новых видео нажмите на колокольчик.